Напоминаю, мы строим сигнал-движок и проверяем источники ранней альфы. Сегодня начинаем вайп-кодить. Погнали. Для чего этот продукт? Для того, чтобы мы получали ранние депозитории GitHub, либо парсили какие-то источники и знали альфу раньше времени. Заходили, делали какие-то активности. Вот для этого этот продукт, который с нуля мы сейчас будем создавать. Я сразу включил usage в браузере, чтобы посмотреть, сколько токенов у меня осталось на текущую сессию 4-часовую. Соответственно, 0%, поэтому можем кодить. Сейчас начнется самое интересное, но перед этим я включил Opus в курсоре. Opus 4.5 это лучшая модель на данный момент для кодинга, хоть проект у нас не сильно сложный, но все равно я его включил. Как это сделать? По статистике у вас сразу же автоматом стоит Sonnet. Это тоже неплохая модель, сбалансирована, но если вы хотите Opus, токены тратятся быстрее, но качество кода лучше. Вы нажимаете настройки, быстро вам покажу. Дальше вот здесь Setting, нажимаем Open, и вот здесь вот у нас в Excitation, если я правильно читаю, Cloud код есть. Внизу у вас будет либо Default, либо Sonnet, вот здесь вот в модели показано. Вы копируете то, что у меня есть в телеграм-канале, я скопирую, можете зайти, также оттуда взять. И, соответственно, вставляете. Если хотите обратно в Sonnet, напишите Клоду, пришли мне текущую версию для расширения Клод, и он вам пришлет. Итак, на чем мы остановились? У нас есть AI Alpha Scanner, это пошаговый план разработки. И здесь как раз-таки Клод нам будет помогать. Отсюда я буду копировать промпты, переносить в курсор. В курсоре у меня открытый тоже Клод как расширение, и там уже автоматически будет создаваться вся структура. Создание структуры шаг первый. Мы, соответственно, копируем. Что это такое? Это определенный промпт, который создает базовую структуру, архитектуру. Это различные папки, где будут храниться коды. В общем, все, что нам нужно и для будущего GitHub репозитория. Именно поэтому здесь ничего сложного. Мы копируем сразу, переходим в курсор и делаем следующее. Во-первых, у нас здесь пустой экранчик будет сверху, может, вы не видите, обрезано. Будет вот здесь такая плашечка, где левая панель открывается, и нижняя панель. Все, что нам нужно на данный момент, это наш терминал. Вот сюда мы и будем вставлять определенные команды, и слева будут все файлы. Теперь мы подключаем, как я уже говорил, Cloud кода. Это заходим в расширение, сюда в первом видео, кто не смотрел, зайдите, нажимаем кнопочку Open, и здесь у нас есть контекстное окно. 3 уровня различной разработки. Это Ask, то есть мы просто спрашиваем. Это план мод, если что-то планируем. Нам нужно Edit. И вот сюда мы вставляем наш промпт, и сейчас начнется магия. Нажимаем Enter. Все, начинается разработка кода. Все, что нам нужно, нажимать кнопочку Yes. В какие-то моменты я буду быстро перематывать, чтобы вы не ждали. Все написано, структура проекта создана, поздравляю, первый шаг, то есть у нас полностью созданы все файлы. Здесь их сейчас не видно, нам нужно открыть эту папку. Соответственно, мы нажимаем Open Folder, и здесь у нас папочка AI Alpha Scanner. Мы на нее нажимаем кнопочку Открыть. Короткая, но полезная инфа. Я выделил уникальные преимущества торговли на бирже BingX. Одни из самых низких комиссий, огромное количество торговых пар, упрощенная возможность получения VIP-статуса. Конечно же, удобный и практичный интерфейс самого приложения. И самое главное, быстрое решение любых вопросов через меня лично. Ссылочку на регистрацию я оставил в описании. А теперь продолжаем. Если вдруг у вас открылось как новое окно, также открываете Клода, ничего не потерялось. Вот это контекстное окно можно закрыть. Соответственно, мы с вами видим, что мы находимся в папке внизу, рабочий стол и AI Alpha Scanner. Здесь и будет вся магия. Вот здесь вот у нас создались точнее все папки, которые нам сейчас нужны. И тут браузер нам предлагает, чтобы мы выполнили следующие команды, чтобы увидели, что все папочки у нас на месте. Вот здесь, в принципе, и так мы увидели, и, соответственно, в терминале тоже. Сразу после этого я рекомендую создать GitHub репозиторий для этого проекта, чтобы мы сохраняли все туда. Для этого мы переходим в сам GitHub, в ваш профиль, во вкладочку репозиторий, и справа вверху написано New. Это для того, чтобы мы сохранили наш код, делали какие-то правки. Можно сделать приватным, либо публичным, это на ваше усмотрение. Я оставляю публичным. Вот здесь просто вводим репозиторий name. После того, как ввели, нажимаем создать репозиторий. Вы прямо можете скопировать ссылку из своего репозитория, перейти в браузер, написать, что прежде чем перейдем ко второму шагу, создал репозиторий, надо добавить все файлы туда. Все, после этого его копируем и отправляем сюда. Все, у нас все готово. Вы можете после каждого шага вот так вот копировать, отправлять в браузер, чтобы он видел.
И после этого пишем «Переходим ко второму шагу». Пока он печатает нам код промпт на второй шаг, давайте проверим. Зайдем в сам GitHub, AI Alpha Scanner, и увидим, что абсолютно все файлы, которые должны были сюда попасть, курсор сам, точнее Клод, сам уже все сделал. Кстати, за эти два действия потратилось всего 5% наших токенов за эту сессию, поэтому в принципе это неплохо. Клод в браузере нам прислал уже шаг 2, здесь настройка Python окружения и зависимости, чтобы все у нас между собой работало. Это очень важный пункт, давайте его скопируем и также отправим. Вам не нужно вообще ничего применять вручную, соответственно, все за вас делает Клод. Ребят, пока печатается код, хочу сказать, что сейчас мы, в принципе, делаем бэк-энд. Это, если по-простому, для вайп-кодеров, для новичков, вообще не шарящих, как я, это мозг. То есть мы настраиваем техническую связь, чтобы все между собой работало. Когда мы перейдем к UI, то есть к дизайну, к фронт-эду, там будет гораздо интереснее, потому что мы будем применять Клод-код навыки. Есть крутейший сайт, он у меня также в телеграм-канале будет, можете перейти. И здесь в навыках мы добавим один определенный скилл, который очень поможет нам красиво формировать нашу страницу. Этот скилл называется UX Pro Max. Мы его добавим в наш, соответственно, в корень нашего проекта, и уже Клод будет использовать его как промпт, создавая нашу архитектуру уже визуальную. Вот бывают, например, некоторые проблемы, это с Python некоторые пакеты не поддерживают эту версию, то есть Клод сам вручную перенастраивает версию, вы просто подтверждаете, либо он обновляет, либо переустанавливает, просто нажимаете Yes и все. Все, выдало информацию, что все работает. Примерно прошло минут 7, наверное. У вас это прошло быстрее. Для запуска сервера показаны команды. Их вручную каждую давайте проведем. Сначала первый вот сюда в терминал вставляем. Если какая-то ошибка, сразу ему показываем, что вот произошла та или иная ошибка. Вторую команду. И третья, это уже запускает локальный порт, чтобы вы могли открыть локальный порт, якобы сайт локально, и посмотреть, работает или нет. На него переходим, сразу открывается ссылка и показано, что все, локальный порт работает. Сейчас здесь еще ничего нет, это просто проверка. Если мы видим какую-то ошибку, мы можем скопировать ее вот сюда. Он показывает, что это не ошибка, нормальное поведение, потому что, в принципе, у нас еще никаких иконок, вкладок нет, то, о чем я вам говорил. Сразу давайте пока остановим локальный сервер, чтобы продолжить работу. Для этого нажимаем Ctrl-C. Итак, вот это мы копируем и отправляем нашему Клоду именно в браузере. Все, шаг 3 — это настройка базы данных и моделей. Здесь уже SQL модель, хранение проектов, источник данных, результаты анализа. Тоже важный момент, чтобы настроить всю архитектуру. Скорее всего, в этом видео мы будем настраивать, в следующем фронтенд, а дальше будем парсить со всех источников. Вот то, что мы сейчас настраиваем, как раз нам и нужно для поиска ранней альфа. Это GitHub, это Twitter. Но Twitter — это не API. Скорее всего, будет аккуратный парсинг оттуда. Соответственно, Gelt, Layer, Zilli, в общем, все эти активности, все эти проекты, где есть ранние активности, мы будем парсить. Все, вот этот большой код мы копируем также и переходим в расширение, вставляем и погнали делать третий шаг. Важный момент, друзья. Этот продукт я делаю как MVP, чтобы показать, что все работает. И вы, конечно же, вручную потом можете сделать свой продукт, докрутить как вам нужно по технической части, по визуалу. Все с помощью промптов, без каких-либо вручную кодов вводить и так далее. Важно сейчас сделать так, чтобы продукт работал. Поэтому наблюдаем далее. Все, у нас все готово. Также мы можем запросить обзор оставшихся шагов. Вот здесь 12 у нас шагов. Скорее всего, будет это на 3 серии. Сейчас еще один сделаем. Но самое интересное будет в конце, потому что здесь мы UI-компоненты будем соединять с помощью нашего навыка, который установим. Так, шаг 4 — это крайне на сегодняшнюю серию, но очень важный. Здесь мы создадим модуль для сбора данных. Нам нужен API GitHub, личный API. Для этого нам показывают, что сделано. Это зайдем на GitHub, и тут он нам показывает, что именно нужно, где поставить галочки. Это public repo и read.org. В принципе, я вот выбрал, не буду целый выбирать. Все, что он сказал, буду делать. Если какая-то ошибка, подправим. И нажимаем создать токен. И далее он говорит, скопируй токен и вставь в бэкэнд строчку GitHub токен. Сразу скажу, ваш GitHub токен никому не показывайте и вставляйте в env. Тоже, если вы, к примеру, записываете видео или рассказываете, его нельзя показывать. Просто сделайте, как он сказал.
Для этого мы переходим в проект и вот здесь вот нажимаем Backend и вкладочка env. Туда как раз переходим. После того, как сделали, нажимаете Command-S, чтобы сохранить. После этого мы копируем уже промпт готовый, как только вы это сделали. И, соответственно, вот сюда его вставляем и отправляем. Итак, друзья, первый успех. У нас была ошибка, неправильно показывался API токен, я его переделал, чтобы вы не ждали. И все работает, уже нашло 5 проектов, неважно какие, мы сейчас не будем их разбирать, но то, что работает, это уже хорошо. Конечно же, мы это отправим сразу в браузер, чтобы он прочел, чтобы он понял, что все работает, и, соответственно, дал нам 6-й шаг. Тут он показывает, что эти 44 отфильтрованных проекта, 327 найденных, то есть уже какая-то часть у нас есть. Вот тут начинается реальная альфа, но когда мы будем делать фронтенд, уже готовую платформу, готовый сайт, это будет супер красиво и интересно. Поэтому на этом мы сегодня заканчиваем, сделаем 3-4 шага в следующем видео, пишите в комментариях. Обязательно посмотрите первую серию, если не смотрели. Всем пока.